Александр Мельман: а что Малахов? Это вопрос прежде всего к самому Андрею. Если он себе дал установку на второй, никто ему не указ. Значит, были веские причины. Впрочем, повторять весь тот кошмар годичной давности почему-то не хочется. Смотрим на картинку. Внешне совсем не поменялся, все так же элегантен, выбрит, свеж. Все тот же чуть натреснутый, немного заикающийся и уже порядком надоевший голос. Тот же формат. Но контекст оказался совсем другим. Тут дело не только в прайм-тайме, который Андрей потерял, все-таки 18. Совсем не 20.00, и это многое объясняет. Нет, любознательные пенсионерки неопределенного возраста все уже по лавкам, в смысле в креслах, сидят, смотрят, от Малахова до Борисова один шаг. Но вот рабочий класс женского пола Андрей так и потерял, факт, ибо не каждая птица долетит после работы до своего волшебного ящика к 6 вечера. Впрочем, сейчас я буду немного противоречить сам себе. Не о женском поле речь. Вернее, не только о нем. Вот вам мои наблюдения с натуры. Как-то оказался я в квартире замечательного артиста и прекрасного режиссера Николая Николаевича Губенко. Нет, с Губенко мы раньше познакомились, а пришел я на явку для встречи с его красивой женой Жанной Балытовой. Мы сидели, разговаривали по душам. Тут приходит Николай Николаевич. Вдруг чувствую, ощущаю у своих собеседников некое напряжение, даже небольшое раздражение, а чем-то они стали перемигиваться, переглядываться. Через минуту стало понятно о чем. Жанна нажала на кнопку, голубой экран включился и там образовался Андрей Малахов собственной персоной. Великая актерская пара обратилась в одно сплошное внимание, в самых благодарных зрителей. Он и она сидели не шелохнувшись и внимали своему кумиру. Представляете? Я не представляю, но это же было. И Андрей Мягков, сам Андрей Мягков, когда Малахов к нему пожаловал, был просто на 7-м небе от счастья. И Валентин Гафт, и Лев Дуров, светлой памяти, все, как один, объяснялись Андрюше в большой и чистой любви. Впрочем, это было еще тогда, когда он работал на первом, а что на втором, на России. По-моему, как и в свое время Максим Галкин, он там затерялся, ну прямо как в лесу. Растворился, стал средним арифметическим фоном. Почему-то развлекал его на этом канале идет трудно, натужно. Да, это не их фишка, так уж случилось. Они, мастера политического жанра, этого не отнимешь.
сериально-мелодраматического, чтобы у всех бабушек без исключения слезы капали. Но вот с развлечением беда. Малахов не поменялся, просто его поместили в несоответствующий ему антураж, контекст. Вроде он также профессионально работает, как и раньше, но чего-то не хватает. Вот здесь пошлости от меня не дождетесь. Просто птичку жалко. В смысле, очень талантливого Андрюшу, одного из лучших ведущих на нашем ТВ. Телевидение. Андрей Малахов, съемки шоу, звездные авторы.